Доброго всем! Сегодня у нас долгожданное видео о восстановлении постели распредвала головки блока цилиндра. Неоднократно вы просили рассказать нам о том, что и как мы делаем. Хочу сразу заметить, что восстановление постели мы производим на станке итальянского производства, а не вручную. Напомним, что в одном из видео, ссылка на него сейчас вверху, и она же будет в описании под данным роликом, мы уже рассказывали о восстановлении постели, правда не так подробно и в другом типе постели, чем мы расскажем в этом видео. Хотя суть и в том варианте и в нынешнем одна, за исключением нюансов. А суть в том, что и тогда и сейчас для восстановления постели требуется уменьшить диаметр подшипников скольжения в головке. В том случае это делалось за счет гильзования, а в данном за счет занижения диаметра путем подпила бугелей. Однако все по порядку. Есть головка блока цилиндра в Рено, один подшипник распредвала или шейка, как кому удобнее называть, оказалась съедена. Сейчас мы не будем вдаваться в подробности, почему и как это произошло. Этому мы посвятим иное отдельное видео. А сейчас нам придется из-за износа одного подшипника восстанавливать и протачивать в подвал все подшипники скольжения, в которых сидит данный распредвал. Второй распредвал, точнее постель вала, трогать не станем. Там все хорошо. Покалеченную шейку распредвала сварной Андрей проварил небольшим слоем алюминия. Выглядит это так. Теперь задача токаря координатно-расточного станка Виталия – предварительная подготовка головки и бугелей под расточку подшипников. Сперва Виталий выставляет головку по плоскости. Традиционно он это делает при помощи индикатора часового типа. Выбрав требуемое положение, Виталий фиксирует головку и приступает к обработке. Сперва он снимает излишки сварки по диаметру, а затем приступает к выравниванию плоскости под бугель. Для этого Виталий ставит на свое место бугель и обрисовывает его, чтобы видеть границы. В одной части постели. Равняет обрисованную площадку. Перепад в этом месте с основной плоскости головки, как видим, составляет всего 0,02. Теперь необходимо уменьшить диаметр отверстия посадки вала в постели, то есть в подшипнике скольжения. Делается это путем занижения высоты бугелей, конечно же, со стороны посадки. А вновь Виталий выставляет бугели по уровню, предварительно зажав их на глобусном столе. Конечно, можно это сделать и по отдельности, с каждым бугелем. А можно и комплексом, это сэкономит нам время. Виталий выставляет пакет бугелей по уровню. Затем прикрепляет к патрону индикатор, чтобы видеть, насколько нужно опустить фрезу. И снимает с бугелей 0,4. Теперь остается подрезать на эти же 0,4 крайние бугли, которые имеют иную форму, и поэтому вместе обработать их было невозможно. Виталий повторяет данный процесс и с ними. Теперь токарь Виталий передает свою подготовительную работу расточнику Тимофею. Тимофей предварительно крепит головку на станке расточного станка и также приступает к подготовке. Для этого Тимофей ставит новые направляющие в головку. Как видим, старые направляющие оказались, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии. Сперва Тимофей примеряет направляющую в бугеле. Бывает и так, что новая направляющая прослаблена, а значит она нам не подойдет.
Выбрав направляйку, Тимофей ставит ее в посадку на головку. И чтобы четко ее поставить на свое место, он закручивает шпильку, которая даст ему направление. На шпильку насаживает специально им подобранную для этого по диаметру обычную направляющую втулку клапана и при помощи молотка легкими ударами осаживает ее в свое место. Затем Тимофей берет бугели по одному, снимает в подрезанных бугелях пасху, а на наждачной плите снимает возможные оставшиеся заусенцы. Далее устанавливает его на свое место. Бугель садится с достаточным усилием, и это очень хорошо, ведь он не болтается и сидит словно влитой. Данную процедуру Тимофей повторяет со всеми остальными бугелями. Рубль гривна 2,55, 2,70. Рубль, гривна, 2,75. Оценив полученные результаты, Тимофей помечает каждый бугель своим номером, чтобы впоследствии расставить их без труда и не перепутать. На видео видны аккуратно набитые цифры. Далее Тимофея ждет кропотливая работа по выставлению головки, а точнее постели распредвала относительно бортштанги с резцом. Нудно, долго, но никуда не денешься. На постели при выравнивании остались вот такие вот засечки от резца. Теперь мастер расточки расставляет по своим местам бугели. Крайние фиксирует с моментом 10 ньютон на метр. Остальные бугели, находящиеся между ними, не обтягивает, а сперва кладет штангу рокеров и обжимает ее.
Затем обтягивает бугели и снимает штангу рокировки. Штангу приходится снимать из-за того, что токарь не может поставить люнеты, а на место длинных болтов ставит свои специальные, сделанные для этого с круглой головкой, которые свободно входят в отверстие бугелей. Сняв штангу, расставляет люнеты. Вновь заводит бортштангу с резцом. Вращая бортштангу с резцом, Тимофей визуально может предварительно оценить, что у него получится. Теперь он берет вал, он у клиента новый, от фирмы Фриция. Упаковочная коробочка стандартно большая, видимо под все размеры валов, а в ней болтается наш новый вал и старый. Тимофей промеряет размеры шеек вала. Они все одинаковые, 25 мм за минусом сотка. Тимофей выставляет резец при помощи вот такого приспособления, и в народе его называют наездник. Выставляет на размер вала и проходит резцом все шейки. А вот, к слову, и сам вот такой вот резец. Видим, как с этой стороны резец заходит в бугель. И вот он уже с другой стороны идет на выход. Итак, что у нас получилось после первого прохода? Как видим, небольшие темные места остались на стыке бугеля. Но нам еще, по идее, нужно снять что-то около 4, 5, 6 соток. А вот точно сколько, будем знать после замера нашей предварительной расточки. А вот когда мы сделаем эту проточку полностью, то положено, эта темная часть также уйдет. Это вот на других бугелях. И вот настал момент истины. Тимофей снял бортштангу и измеряет полученные результаты. На всех шейках размер составил минус 1,5 сотки от вала. Нам же требуется выставить зазор между валом и подшипниками скольжения 5-6 соток. Тимофей обычно приближает свою работу к 5 соткам. Значит, нам нужно снять 1,5 сотки нехватки до вала, плюс на зазор 5 соток, то есть 6,5 соток. Все работы требуют безукоризненной чистоты в зоне реза, поэтому вновь и вновь Тимофей протирает рабочие поверхности инструмента. Он ставит бортштангу, выставляет скорректированный размер. Вновь он делает проточку. Как видим, чернота ушла. Обязательно Тимофей проверяет полученный результат. У него получилось, что зазор в подшипнике скольжения составил 5,5 соток. Нас это вполне устраивает. Тимофей оставляет данный размер и растачивает все остальные подшипники.
Здесь Тимофея ждет рутинная работа. Точить, переставлять люнеты, опять точить, вновь переставлять. И так, пока вся постель не будет растущей. По окончании расточник снимает бурштангу и осуществляет контрольный обязательный промер. Вновь проверяет настройку индикатора, делает замер. Все диаметры находятся в требуемом размере. Следующим этапом расточки у Тимофея встает расточка мест под сальник. С одной стороны диаметр сальника 42 мм, с другой 57. И вновь Тимофей протирает бурштангу, ставит ее на свое место. Находит требуемый резец и выставляет его по соответствующему размеру сальника. Вот так выглядит этот резец. Подсальник Тимофей растачивает на пару соток больше от размера. Это уже выведено опытным путем. В противном случае сальник может поддавить бугель. Контроль за расточкой мест подсальника для удобства производит визуально с помощью фонарика. Как только резец доходит до опорной плоскости и слегка коснется ее, прекращает расточку. Продует отверстие, и мы посмотрим, как там у Тимофея все это получилось. Все очень красиво и замечательно. То же самое Тимоха делает и с противоположной стороны. Но еще остается один существенный нюанс, о котором вам сейчас расскажу. Но сперва Тимофей убирает все лишнее. Раскручивает бугели, извлекает болты, снимает сами бугели, обдувает их от стружки. Заводит на место бурштангу с резцом и вручную убирает оставшиеся наплывы от сварки. Подчищать вручную труда не составляет. После сварки. Надо пробовать. А вот с противоположной стороны иная задача. Тимофей обжимает бугель, ставит бурштангу, а выставляет резец. Потерпите, сейчас вы все поймете. И вновь осуществляет подрезку. В глубине видна та самая подрезанная опорная часть. И еще секунду терпения. Тимофей очищает поверхность подшипников скольжения, мажет их маслом и кладет в постель вал. Так вот, зачем мы подрезали эту часть подшипника. На этом распредвалу галтель вала находится ближе, чем на старом. Такое бывает. Вот чтобы увеличить зазор и предотвратить затирание, и делается эта проточка. Тимофей по итогу делает контрольное обжатие и проверку вращения вала в постели. Обильно смазывает шейки вала маслом, обжимает бугели. Вообще делает все то же самое, о чем я рассказывал вам и ранее, но только уже с валом.
я еду, смотрю. Результат работы Тимофея таков. Визуально вы видите, что вал вращается свободно двумя пальчиками, как и должно быть. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок.